Крушение судна МВ Salem Express. Это пассажирский паром, который курсировал в течение 25 лет, с разными владельцами, названиями и регулярными маршрутами за это время. Его строительство началось в июне 1963 года с первоначальным названием Фред Скамарони. В ноябре 1964 года он был спущен и отбуксирован в Порт-де-Борг, а в июне 1965 был наконец доставлен в Марсель во Франции. В июне 1966 года он начал свой первый рейс между городами Марсель и Аяче. В январе 1967 года он столкнулся с пристанью Аяче, а во время движения по маршруту Дюнкерк-Рамсгет он сел на мель. В 1988 году был продан судоходной компанией Sematur Shipping Company и переименован в Salem Express. В своем последнем рейсе прошел свой обычный путь длиной 450 миль из Изджиды, Саудовская Аравия, в Сафагу, Египет, намеревалась выгрузить 350 пассажиров, прежде чем продолжить движение на север, в Суэц. Отправление парома было задержано на 2 дня в Саудовской Аравии из-за механической неисправности. Далее, когда паром вышел в плавание, он сотрясся от удара, когда сел на мель. Риф проделал дыру в передней носовой части правого борта и выбил носовую дверь корабля, в результате чего морская вода попала на автомобильную палубу. Вскоре после этого он начал крениться на бок, и свет на судне погас. Капитан подал сигнал бедствия. Паром находился под водой уже через 11 минут после столкновения с рифом. Скорость затопления вызвала панику на палубе. Только одна из спасательных шлюпок была спущена. Ханан Салах, медсестра на пароме, сказала, что у нее нет времени помогать людям садиться в спасательные шлюпки. Другие выжившие жаловались, что им было трудно управлять шлюпками, и что некоторые члены экипажа оттолкнули их, чтобы самим их взять. Из-за 10-футового волнения и сильного ветра спасательная операция была затруднена. Первоначальные усилия были предприняты 4 египетскими военно-морскими кораблями, 3 транспортными самолетами Си-130 ВВС и 4 вертолетами при поддержке вертолетов ВМС США и Австралии. Выжившим были сброшены спасательные плоты и спасательные жилеты. Туристические катера также помогали спасать людей из моря. Сообщалось, что в воскресенье было спасено 150 человек. При этом попытка спасения снова была остановлена на ночь из-за штормовой погоды и темноты. Египетские власти изначально намеревались поднять паром. Было обнаружено, что он лежит на правом борту на морском дне. Далее египетский флот при поддержке 23 местных профессионалов и любителей дайвинга из Хургады и Сафаги начали работы. В первый день было обнаружено от 40 до 50 тел. Капитан парома Хасан Халил Маро и 2 других члена экипажа были найдены в районе мостика. Первоначально сообщалось, что 202 человека были спасены. Позже египетское телевидение сообщило, что премьер-министр насчитал 178 спасенных. Также была неопределенность в отношении количества людей на борту парома. Согласно манифесту судоходной компании, на борту находилось 658 человек, в том числе 71 член экипажа, в то время как портовая служба безопасности Сафаги указала всего 589 человек. Помимо извлечения тел, премьер-министр Атеф Сетки приказал проводить поисковые работы для поиска улик. Египетские власти задержали 7 выживших членов экипажа с целью расследования причин затопления. Несколько членов экипажа рассказали, что команда торопилась в надежде сделать полноценную остановку на ночь, чтобы отдохнуть в Сафаге, прежде чем отправиться в Суэц.